Привет! Решила поговорить на такую тему, как антифундаментализм. Антифундаментализм – это любая философия, которая отвергает фундаменталистский подход. В целом, фундаментализм – это характеристика философско-методологических концепций, исходящих из существования некоего базисного фундаментального слоя знания, обращение к которому позволяло бы гарантированно решить все задачи, связанные с уточнением познавательного содержания и обоснованием систематизируемого знания. Фундаменталистские концепции считают возможным сведение этого знания и, соответственно, выражающего его языка науки к такому фундаментальному слою или выведение из него. Антифундаменталист – это тот, кто не верит, что существует какое-то фундаментальное убеждение или принцип, который является главной основой или фундаментом исследования и знания. В общем, эссенциализм – это теоретическая философская установка, характеризующаяся приписыванием некоторой сущности неизменного набора качеств и свойств концепции, предполагающая, что у вещей есть некая глубинная реальность, истинная природа, которую нельзя узреть напрямую, и что для нас важна именно эта скрытая сущность. Антифундаменталисты используют логические, исторические или генеалогические атаки на основополагающие концепции. В этом можно обратить внимание на философии Фридриха Ницше и Мишеля Фуко. Про Фридриха Ницше есть видео на канале, я оставлю ссылку, часто в сочетании с альтернативными методами обоснования. Фуко отвергал поиск возврата к истокам эссенциализма Платона, предпочитая подчеркивать случайную природу человеческих практик. Антифундаменталисты выступают против метафизических методов. Метафизика – это раздел философии, занимающийся исследованиями первоначальной природы реальности, мира и бытия как такового. Моральных, этических антифундаменталистов часто критикуют за моральный релятивизм. Моральный релятивизм, реже этический релятивизм, принцип, согласно которому не существует абсолютного добра и зла, отрицания обязательных нравственных норм и объективного критерия нравственности. Моральный релятивизм является противоположностью морального абсолютизма. Но антифундаменталисты часто оспаривают это обвинение, предлагая альтернативные методы морального мышления, которые, как они утверждают, не требуют оснований. Таким образом, в то время как Чарльз Маргрейв Террелл, канадский философ, автор работ по политической, социальной философии, истории философии, обвинил Фуко в отсутствии порядка человеческой жизни или нашего образа жизни, или человеческой природы, к чему можно было бы обратиться, чтобы судить или оценивать разные образы, способы жизни. Фуко, тем не менее, настаивал на необходимости продолжения этических исследований без какой-либо универсальной системы, к которой можно было бы апеллировать. Никлас Луман, немецкий социолог, создатель оригинальной теории общества, классик социологии XX века, использовал кибернетику, науку об общих закономерностях получения, хранения, преобразования и передачи информации в сложных управляющих системах, будь то машины, живые организмы или общество, чтобы бросить вызов роли основополагающих единств и канонических определенностей. Антифундаменталисты выступают против тотализирующих представлений, видений о социальной, научной или исторической реальности, считая, что им не хватает легитимации, то есть подтверждения законности, и вместо этого предпочитают местные повествования. Никакой социальной целостности, кроме множества местных и конкретных практик. Не история, а в лучшем случае истории. В таком неопрагматизме нет общей истины, а лишь непрерывный процесс совершенствования и более плодотворные методы назидания. Даже само собой разумеющиеся категории для социального анализа пол, раса рассматриваются антиэссенциалистами, такими как Марджори Гарбер, как социальные конструкции. Стэнли Фиш проводит различия между тем, что он называет надеждой антифундаменталистской теории и страхом антифундаменталистской теории, находя их, однако, одинаково иллюзорными. Страх перед разрушительными последствиями антифундаментализма был широко распространен в конце XX века, предвосхищая такие вещи, как культурный крах и моральная анархия, или, по крайней мере, потерю необходимой критической дистанции, позволяющей использовать рычаги воздействия на статус-кво. Однако для Фиша угроза потери объективных стандартов рационального исследования с исчезновением любого основополагающего принципа была ложным страхом, далеко не открывающим путь к необузданной субъективности. Антифундаментализм оставляет индивида прочно укоренившимся в общепринятом контексте и стандартах исследования, спора, дисциплины, профессии, привычки, в рамках которых она безвозвратно помещены.
По той же причине, однако, антифундаменталистская надежда избежать локальных ситуаций через осознание случайности всех таких ситуаций, через признание условного риторического характера всех притязаний на главные принципы. Эта надежда для Фиша одинаково обречена на саму природу ситуативного сознания, всеобъемлющего социального и интеллектуального контекста, в котором каждый индивидуум заключен отдельно. Фиш также отметил, как в отличие от надежд на освободительный исход от антифундаментализма антиэссенциалистские теории, утверждающие отсутствие трансконтекстуальной точки отсчета, преследовали консервативные и неконсервативные, а также прогрессивные цели. Так, например, Джон Роджерс Сёрл, американский философ, предложил описание построения социальной реальности, полностью совместимое с позицией принятия человека, который чувствует себя как дома в своем обществе, человека, который занимает свое место в социальных институтах общества и ощущает себя так же комфортно, как рыба в море или рыба в воде. Антифундаменталистов критиковали за критику всех общих требований, кроме их собственных, за то, что они предлагают локализирующую риторику, которая на практике противоречит их собственный глобализирующий стиль. Эдвард Вади Саид, американский интеллектуал арабского происхождения, литературовед, историк литературы, литературный и музыкальный критик, пианист, осуждал радикальный антифундаментализм за чрезмерный культурный релятивизм и чрезмерную зависимость от языкового поворота в ущерб человеческим реалиям.